Сегодня 12 апреля 2025 года, и всем привет из Одессы. Начала снимать видео, а ко мне посмотрите, кто пришел. Где он там? Вот бегает голубь и заглядывает, что же я здесь делаю. У нас сегодня солнечная погода по сравнению с теми днями, которые были перед этим. В Одессе немного потеплело, но, к сожалению, закончилась наша тишина и спокойствие. Последние дни я говорила о том, что наконец-то тихо, наконец-то нету взрывов, но недолго мы без этого жили. Ночью раздался сигнал воздушной тревоги, и где-то на севере области написали, что заходят беспилотники. Ну, обычно на Одессу они летят с моря, поэтому я лично подумала, что у нас будет тихо. Но, знаете, не тут-то было. В Одессе вчера было очень громко, очень страшно снова. Было затишье, и тут на тебе снова все повторяется. Снова над своим домом слышала беспилотники. Была угроза для района, в котором я живу. Они сейчас как-то изменили звук, они настолько громкие, настолько вот внезапно появляются, и когда ты слышишь взрывы, и плюс еще это все летит над твоим домом, то просто понимаешь, что бежать уже поздно, бежать некуда. И в такие моменты думаешь, боже, что я не побежал там через несколько домов в укрытие, я не спрятался, потому что реально становится страшно, и тем более в последние месяцы участились прилеты, да, в такие густонаселенные жилые кварталы. И, в общем, психоэмоциональное состояние после таких ночей не самое лучшее. Кто слышит это все, кому это близко, взрывается, возле кого это близко летит, тот испытывает очень сильный стресс. И, конечно, настроение на следующий день, ну, разве что немножко поднимает солнышко, потому что надо продолжать жить дальше, надо стараться не унывать, но все-таки, как бы ты ни старался, все равно ситуация, которая тебя окружает, и война, и все очень негативно влияет на, как я уже сказала, психоэмоциональное состояние. Но, несмотря на сложную ночь, завтра верное воскресенье, и на улицах сегодня много людей, потому что все подготавливаются к праздникам. Извините, а в какую цену эти? Кто? Верба? 60, 50, 70, 20, 30, 100. А вот такие маленькие. Гербочка почем? Вот такая вот большая 20 по 100. 30. А вот это великая 100, да? Да, велика 100. Красная. Спасибо. Маленькая по 20, большая по 100. Я уже набросила женщина. Верба, которая не осыпается, савранская. 50, такая 40, такая 60. Очень красивый. Почем буклетик? 40. 20 на штуку. Сейчас вот пришла на базарчик, увидела магазин Рошен. Посмотрите, какая тут белка с лещиной, красивая. Сейчас зайдем, посмотрим, какие цены на конфеты перед праздниками, потому что сейчас Пасха, сейчас проводы, и интересно каждому будет посмотреть, что сейчас можно купить и за какие деньги. Видно, что есть немного акционных предложений. На шоколадке сейчас минус 50. Ромовая баба продается 200, можно 250 гривен сказать. Так, уже появляются пасхальные кексы. Вот такой вот за 250 гривен за штуку. А вот есть конфеты по 155 гривен за 100 грамм, по 130 гривен за 100 грамм, то есть килограмм это 1500 гривен. Это дорогие конфеты, и не каждый может позволить купить себе килограмм другой. Но есть разные, есть подешевле, эти, наверное, какие-то, как у нас говорят, VIP премиум класса. Сейчас очень многие покупают конфеты, потому что перед праздниками они необходимы просто всем. Понятное дело, что из-за войны дорожает везде все, поэтому цены иногда кусаются. Но здесь, в принципе, в магазине есть конфеты на разный кошелек, поэтому что-то для себя может найти каждый. Тем более, что есть акции. Вот такие пасхальные яички есть. 98,50 за 100 грамм. Классно, корзинку можно украсить. А вот такие они уже в стаканчиках развесные есть. Такой стаканчик, вот 200 гривен стаканчик. Вот везде уже пасхи продаются. Кекс великодний.
Такой 250 гривен. А вот конфеты рачки. Сейчас 170 гривен килограмм. Тоже когда-то они стоили копейки. Мятные конфетки, барбариски. Все по 130, по 140 гривен. А вот конфеты по 24 гривны за 100 грамм. Ну, в принципе, 24, 27 гривен, 28 и выше. Сейчас есть маленькие скидки на мак, на лещину, на каракум. Конфеты тоже из детства. На желейки различные по 50 гривен за килограмм. Так, это для тех, кто любит киевские тортики. Сейчас большой киевский торт стоит 590 гривен, а маленький 360. Но после 8 вечера есть скидки, поэтому можно купить его на 25% дешевле. В общем, конфеты в Рошене есть, какие вы только пожелаете. Как говорят, были бы только деньги. Сейчас уже и пасхальные кексы, паски появляются. В общем, люди начинают готовиться к праздникам, чтобы и как бы там не было. Потому что это большой праздник. В этом году католическая Пасха и православная в один день, потому что поэтому все начинают подготовку. И тем более завтра вербное воскресенье, тоже люди покупают, вижу, веточки вербы, все подготавливаются, чтобы завтра идти в церковь. Такие красивые здесь были кусты, вижу, все, наверное, померзло, ветром пообдувало. Здесь цвело дерево, но тоже, наверное, из-за вот этого холода собачьего, который был, все это испортилось. И вот сейчас говорят, что в Украине под угрозой урожай персика и абрикосок, потому что 80% урожая, возможно, вымерзло. Вы представляете, какие цены могут быть в этом году на персик и абрикосы? Наверное, будут дороже, чем манго. У нас сегодня солнечная погода, потеплело до 10 градусов, и не скажи, что пару дней в Одессе был настоящий апокалипсис. У нас в городе падали деревья. На автомобиле, на улице был очень и очень сильный ветер, просто страшно было выходить на улицу. Похолодало не только в Одесской области, но и в других регионах Украины, и просто некоторые трассы, такие как Одесса-Николаев, заметало снегом. Ну, а в нашем городе вчера за окном можно было увидеть настоящий снег. Некоторые зрители под прошлым видео написали, что где я в Украине увидела сакуры. Вы Япония, что ли? Нет, мы не Япония, но у нас действительно последние годы появились сакуры. И в парках, кстати, есть, и люди высаживают просто во дворах, и это все можно будет увидеть буквально через пару недель. Они невероятно красиво цветут. Голуби разлетелись. Поэтому мы не Япония, но сакуры у нас тоже есть. Многие зрители интересуются курсом доллара, который сейчас в Украине. Сейчас доллар 40 гривен 70 копеек продажа и покупка 41,25. А евро вчера достиг исторического максимума впервые в Украине. Продажа его 46,20, а покупка 47 гривен 20 копеек. Совсем недавно доллар у нас доходил до 42 гривен, но сейчас он подешевел, и сами видите, какая его цена. Сегодня прочла, что у города Черноморск день рождения, и ему исполняется целых 52 года. Я знаю, у нас есть зрители из этого замечательного города. Мы вам передаем поздравления и знаем, что сегодня в Черноморске был установлен рекорд по приготовлению зеленого борща. Его сварили целых 2 тонны, представляете, на всех жителей этого города, и тем самым попали в книгу рекордов Украины. Вот так вот бывает. Жители отпраздновали масштабно и вошли в историю. Зашла в супермаркет другой, в АТБ. Боже, посмотрите, сколько людей. Точно все готовятся к праздникам. Вот так ориентировочные цены на яйца. 75 гривен, 64, 63, 78. Ой.
Решила зайти в мясной магазин и показать вам, какие сейчас цены на мясо. 167 филе курицы, крылышки по 89, ляжки по 87, грудинка куриная 130 гривен, курочка бойлер 110 гривен, такая курица гавриловская по 100 гривен, здесь утка пекинская 160 гривен, так, крылья индейки 116 гривен, вот такие прям филе индейки 252 гривны. А здесь уже видно вот купаты с индюшатины есть, купаты свиные с куриным мясом, есть подчеревок. Сейчас скоро майские праздники, весна, период барбекю, гриля, и уже все подготавливаются постепенно. Посмотрите, здесь уже мясо в готовом маринаде есть, остается только пожарить. Здесь можете увидеть, какие цены на телятину. В последнее время говорят, что мясо подорожает. Но вы знаете, каждый год перед майскими праздниками все-таки мясо дорожает, потому что все его покупают. Это ни для кого не секрет. Так бывает практически каждый год. Вот так, можно сказать, сегодня сделала вам обзор на продукты, которые весной пользуются большей популярностью, чем в другие сезоны. Зрители часто пишут, почему вы не показываете мясо. Я не очень люблю мясные отделы на рынках, поэтому покажу вам мясо, которое продается в магазинах в Одессе. А посмотрите, какие уже каштаны в Одессе. Боже, как приятно. Неужели скоро лето? Желаю всем хорошего дня. Каждому украинцу желаю тихого, спокойного дня. И, конечно же, до встречи в следующем видео. Пока-пока.